Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале. Много новичков. Заходите на канал, не стесняйтесь, гуляйте, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, там собраны небольшие коллекции для вашего удобства. И, естественно, узорчиков уже очень много. Узорчики разные, простые, сложные, средней сложности. Узорчики ажурные, узорчики рельефные, узорчики плотные. Всякие-всякие разные. Преимущественно сделаны, конечно, из ярнард ниточек Baby, но есть и разные другие ниточки. Эти ниточки для удобства. Вам будет удобно показывать на них узор, неудобнее, да, и вам будет на них удобнее учиться, новичкам. А мастерицы опытные уже сразу переносят все узорчики на, естественно, свой материал, да, потому что они большие мастерицы. Я надеюсь, видео вам понравится, вы ставите свои лайки, комментарии. Обязательно подпишитесь, чтобы не потерять канал, нажимайте на колокольчик, вы так узнаете, когда выйдет новое видео на канале. Своим подписчицам, своим подписчикам, своим рукодельникам, рукодельницам огромнейший привет, да, постоянные мои зрители. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам большое за теплые слова, за ваши пожелания, предложения. Мы с вами одна большая дружная команда, разные города, разные страны, очень классно. И я к вам с новым узорчиком. У меня сегодня вот такие вот ниточки. Мы с вами уже работали, да, с ними знаем, что это за ниточки. Yarnard Baby. Кто не знает, смотрите, да, новички, учитесь. Стопроцентный акрил, да, учиться никогда не поздно и не страшно. 50 грамм, 150 метров. Есть моточки побольше, да, я беру просто для образцов. Есть моточки побольше, 100 грамм, 300 метров. Это те же самые нитки, то есть берите, не стесняйтесь их. Так, смотрите, производитель нам говорит, берите крючок 3,5 мм, и тогда у вас все получится. Мы хотим, чтобы все получилось, берем крючок 3,5 мм, да, нашу рабочую лошадку. Так, фокусируйся. Итак, давайте начнем с вами, допустим, вот с такого вот нежно-нежно-персикового, да. Цвет передается оранжево-персиково-розовый такой вот на камеру. Итак, я хочу вам предложить сегодня узорчик в виде квадратного мотива. Да, вот загорелось, захотелось, посмотрела, понравилось. Хочу с вами поделиться. Итак, смотрите. Для начала что мы с вами делаем? Мы с вами делаем петельку фиксации. Так, раз. Дальше давайте предположительно сделаем 4 воздушные петли. Да, кто-то делает кольцо амигуруми. Мы с вами сделаем 4 воздушные петельки. Итак, раз, два, три, 4. И теперь возвращаемся к нашей первой петельке. Вот самой первой. Ныряем вот в эту косичку, вытягиваем ниточку и сразу же ее протягиваем, хоп, через петельку, которая у нас на крючке. Вот такое вот маленькое-маленькое, да, колечко у нас получилось. Сейчас мы будем работать с этим колечком. Для начала что мы должны сделать? Воздушная петелька, нырнуть в колечко, да, внимательно смотрите, вот ныряем в наше колечко и делаем столбик без накида. 2 петельки вместе, раз, и сюда же 2 петельки вместе, 2. Теперь 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Сюда же делаем 2 столбика. Раз, столбик без накида, 2 столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Опять ныряем в наше колечко. Раз, столбик без накида, 2 столбик без накида. Да? Подтягиваем при необходимости. Я просто не хочу, чтобы была большая дырочка, да, в центре. Если вы хотите, чтобы была побольше, то наберете воздушных петелек побольше. Итак, еще раз 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И последний раз ныряем. Раз столбик без накида. И сюда же 2 столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И присоединяемся к самому первому нашему столбику, который мы провязывали. Так, поворачиваемся. Вот. Самый первый столбик, воздушная петля и столбик без накида. Помните, да? Вот мы присоединяемся. Красота. Так, подтягиваем наши ниточки. Вот. У нас с вами, получается, из маленького колечка сформировался вот такой вот небольшой, но пока симпатичный квадратик. Что делаем дальше? Продолжаем этой же ниточкой. Итак, подтянули нашу ниточку. Наша с вами задача сейчас, надо будет перебраться вот непосредственно вот в эту нашу арочку. Так? Поэтому мы перебираемся с соединительными петельками. То есть мы находимся в первом столбике. Угу. Переходим на верхушку второго столбика и вот так вот протягиваем раз ниточку соединительной петелькой. Будет незаметный переход. И точно так же нырнули в арочку и точно так же соединительная петелька. Раз. Угу. Теперь 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Теперь будем работать с этой арочкой. Будем нырять в нее. Итак, нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик. Раз. Получается 3 петельки подъема. У нас тоже столбик. Получается столбик и столбик. 2 столбика, да? Третий столбик.
и 4 столбик с накидом. Есть. Теперь так немножко подтянули петельку. Возвращаемся к нашему первому, так скажем, столбику, да, к третьей петельке подъема. Беремся за третью петельку подъема. Беремся за нашу петельку, которая образовалась, немножко ее подтягиваем для удобства. И смотрите внимательно, эту петельку протягиваем через первую. Оп, у нас получился такой вот, как бы называется в вязании попкорн. Угу. Дальше 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И тот же самый попкорн делаем сюда же, второй. Итак, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3 и столбик с накидом 4. Подтянули ниточку, чтобы у нас никуда не убежала. Возвращаемся к нашему первому столбику. Так. Беремся за его верхушку. Крючок просунули. Дальше хватаем нашу петельку. Подтянули для удобства. И эту петельку через верхушку первого столбика. Раз. Оп. Понятно? Вот. Теперь уже полноценный попкорн. Тут у нас было с 3 петельками подъема. А тут же самый настоящий попкорн. Дальше. 2 воздушные петельки. И переключаемся в следующую арочку. В следующую арочку точно так же провязываем 2 попкорна. Еще раз покажу. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3 и столбик с накидом 4. Потянули ниточку. Возвращаемся к первому верхушке первого столбика. Захватываем петельку. Все провязываем. Угу. И здесь мы с вами делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять же в эту же арочку делаем точно такой же второй попкорн. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом и 4 столбик с накидом. Угу. Потянули петельку, за верхушку первого столбика взялись, крючок, петельку взяли, подтянули, провязали. Угу. Смотрите, получается по углам, там, где у нас с вами 2 вот эти вот попкорна, да, варочки, тут будет по 5 петелек. В центре 2. Вы не запутайтесь. Вы когда начнете сами вязать, вы все это увидите и поймете. Угу. То есть получается по центру опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И опять переходите вот в эту арочку и провязываете 2 попкорна. Договорились? Давайте 2 оставшиеся, получается, уголочка провязывайте самостоятельно. Я вас встречаю вот у первого попкорна. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такой у нас уже квадратик формируется, да? Вот, я уже довязала, получается, до конца ряда. Сделала 2 воздушные петельки. Теперь необходимо присоединиться вот к этому попкорну, да, к самому первому. И я здесь хочу, опять же, поменять цвет ниточки. Смотрите, как будем делать. То есть мы с вами входим в верхушку вот этого нашего попкорна. Так. Я вот войду вот в эту третью петельку подъема. И сейчас я сразу же захвачу новую ниточку и уже буду провязывать непосредственно с ней. Итак, захватываю белую ниточку. Вы можете захватывать любую другую, вы можете продолжать этим же цветом, это не принципиально. Я просто показываю. Так, провязали, получается, как бы делали соединительную петельку. Теперь наша с вами задача, мы должны будем перебраться вот в эту вот следующую арочку. Понятно? Поэтому что мы с вами будем делать? 1 воздушная петелька и ныряем сразу же вот в эту арочку, соединительной петелькой. 1 и все. Понятно? Далее что мы с вами делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И сюда же вот в эту арочку, это получается у нас арочка будет какая? Большая, которая по углам, да? Там, где у нас 5 петелек. Мы, получается, сюда будем делать опять 2 попкорна. Точно такие же. Итак, столбик с накидом 1, первый, это второй, столбик с накидом 3, столбик с накидом 4. Потянули ниточку, вернулись к 3 петельке подъема, захватили петельку, провязали. Пока все то же самое, как в предыдущем ряду. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же, в эту же арочку, да, из 5 воздушных петелек, делаем второй такой же попкорн. 1, 2, 3, 4. 4 столбика с накидом сделали. Возвращаемся к верхушке первого столбика, захватываем петельку и эту петельку протягиваем через первый столбик. Все, наши попкорны угловые готовы. Теперь смотрите, 2 воздушные петли и вот там, где у нас с вами было 2 петельки, да, помните,
то мы здесь провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Опять 2 воздушные петельки. И вот наши угловые попкорны, которые мы провязываем одинаково, да? Опять 4 столбика с накидом. 3, 4. Вот взяли за верхушку первого столбика, взяли петельку, протянули ее, так, сделали 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И сюда же еще один попкорн. Раз, два, 3, 4. Так, за первый столбик, верхушку первого столбика взялись, за петельку, протянули петельку через верхушку. А теперь с вами делаем 2 воздушные петли. И там, где у нас 2 воздушные петельки были, да, между попкорнами, то мы здесь делаем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. 2 воздушные петли и опять перебираемся делать наш попкорн там, где у нас 5 воздушных петелек. Понятно? То есть получается за счет вот этой вот сердцевинки, да, вот он, сердцевинка, серединка, серединка, у нас будут расти наши квадратики. А по углам одинаково. То есть всегда будет по 2 попкорна и всегда будет 5 воздушных петелек. Понятно? Здесь тоже 2 попкорна, здесь 2 попкорна. Давайте самостоятельно до конца ряда, а здесь я вас встречаю. Договорились? Так, девчат, продолжаем дальше. Я надеюсь, у вас все получилось. У нас получается по центру, да, по 3 столбика, так, а по бокам, по уголочкам непосредственно, по уголочкам, вернее, да, у нас, получается, идут наши попкорны с воздушными петельками. Итак, вот мы провязали 3 столбика, я сделала 2 воздушные петельки, и теперь я соединяюсь опять с попкорном, но не просто соединяюсь, а я буду опять переключать цвет. Вы можете продолжать тем же самым цветом, вы можете добавлять третий цвет, там четвертый цвет и так далее. То есть на ваше усмотрение. Итак, опять, видите, переключаюсь на новую ниточку, провязываю новой ниточкой, есть. И сразу же, опять же, перехожу вот в нашу арочку из 5 воздушных петелек, потому что мы здесь будем делать опять попкорн. Раз, два, 3 воздушные петельки, 3 столбика с накидом, вы уже знаете, да? Итого у нас получилось 4 столбика с накидом, уже новой ниточкой, ну, в моем случае, да? Итак, за третью петельку подъема взялись, в петельку крючок ввели и петельку провязали. Оп, есть. Опять 5 воздушных петелек, то есть мы договорились, по углам у нас все одинаково, да? Попкорн 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И сюда же, в эту же арочку, второй попкорн. То есть у нас по углам бегут попкорны. Раз, два, 3, 4. Оставили петельку. Переключаемся на верхушку первого столбика. Захватываем петельку и опять, оп, провязали. Вот наши 2 попкорнчика готовы. Дальше 2 воздушные петли, а здесь внимательно, смотрите. У нас вот здесь вот 3 столбика. Так? Теперь мы будем их провязывать рельефными изнаночными столбиками с накидом. Что это такое, с чем это едят? Накид, смотрите. Вводим крючок вот таким вот образом. И у нас наш первый столбик находится за крючком. Видите? Вот он, за крючком. Захватываем крючком ниточку и вот так вот полностью протягиваем. Угу. А теперь провязываем 2 петельки и 2 петельки. То есть как обычный столбик. Вот. Мы, получается, вот таким вот образом, да, обкружили, как правильно назвать, да, наш столбик. Но нам необходимо сделать точно такой же столбик еще раз. Именно здесь, в этом столбике. В начальном столбике мы будем делать и в последнем. Итак, еще раз. Столбик у нас за крючком. Вытянули ниточку и провязываем, как обычный столбик. 2 петельки, 2 петельки. Следующий столбик, средний столбик, третий, мы будем провязывать точно так же. Рельефный изнаночный столбик с накидом, но в количестве 1 штука. Угу. Так. И получается самый последний мы точно так же провязываем 2 столбиками, рельефными изнаночными столбиками с накидом. И второй столбик точно так же, прямо здесь. По итогу у нас с вами здесь получается 5 столбиков. Смотрите, раз, два, 3, 4, 5. Опять 2 воздушные петельки. И переключаемся на наш угол, состоящий из наших попкорнов. Угу. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. Верхушка первого. Петелька. Провязали аккуратненько. Ниточка. Угу.
5 воздушных, 3, 4, 5 петелек. И сюда же еще один попкорн. Раз, два, три, 4. Первая петелька, первый получается столбик, петелька, провязали и сделали 2 воздушные петельки. Вот получается у нас с вами вот такая вот обычная, необычная красота. То есть у нас между попкорнами будет формироваться, начинаться такие вот полосочки будут расти. Угу, класс. Давайте еще раз вам покажу. 2 воздушные петельки сделали, а теперь мы с вами провязываем рельефные изнаночные столбики. Получается 2 столбика, столбик, 2 столбика. По итогу получается 5 столбиков. Итак, накид. Вводим крючок таким образом, что у нас находится столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Накид. Точно так же, опять точно так же повторяем. Столбик за крючком, вытягиваем крючок, вот так вот ниточку, 2 петельки, 2 петельки. Есть. В средний, в центральный провязываем столбик рельефно-изнаночный 1 раз. Так. И в последний, в третий столбик провязываем точно так же столбики, но уже 2 раза. И у нас в итоге получается, что мы прибавили, да, первый и последний столбик, и у нас получается 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Ага. Не сложно? Не сложно. Попкорны уже знаете, как вязать. Здесь просто внимательно провяжите. Давайте. Провяжите здесь до конца самостоятельно. Я вас встречу. Прикольно получается? Прикольно. Давайте. Ну как вам? Получается? Я думаю, что получается. Никаких сложностей не должно возникнуть. Так? Итак, смотрите, провязали 5 рельефных изнаночных столбиков с накидом, 2 воздушные петельки. Возвращаемся к первоначальному попкорну. За третью петельку подъема точно так же беремся. И я опять переключаюсь на новую ниточку. Ну как, на старую мою, да, на беленькую. Вы можете переключаться, можете не переключаться, можете брать уже 4-й, 5-й, 6-й цвет, как бы. Не принципиально, да? Итак, точно так же мы провязываем с вами петелька. Переключаемся на арочку, соединительная петелька. И опять же мы повяжем наши попкорны. 2, 3, 4. Первый наш попкорн, помните, да? За третью петельку подъема беремся и провязываем. Раз, два, 3, 4, 5. Все то же самое. То есть попкорны по углам, все то же самое. Раз, два, 3, 4. И петельку сделали, столбик первый, протянули петельку. И смотрите, 2 воздушные петли, то есть мы переходим с вами как бы на тело нашего квадрата, да? Угол провязали, переходим на тело. 2 воздушные петельки. И теперь наша с вами задача точно так же провязать за первый столбик и за последний столбик по 2 рельефных изнаночных столбика с накидом. Все. Вот в этом как бы просто отличие. Итак, раз столбик рельефный изнаночный, мы уже умеем, да, их вязать. Сюда же второй столбик рельефный изнаночный. Следующие 3 столбика, раз, два, 3, мы провязываем по одному рельефному изнаночному столбику с накидом. Раз, два, 3. А последний опять 2 таких же столбика. Понятно? Раз столбик и сюда же 2 столбика. По итогу у нас с вами получается 7 столбиков. Да? Было 3, 5, теперь 7. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Не сложно? Не сложно. И опять 2 воздушные петельки. И опять наш уже полюбившийся, мы уже знаем, как вязать попкорн. Да? 3, 4 и так далее. Девчат, понятно, да? То есть давайте самостоятельно. Точно так же здесь из 5 столбиков сделайте 7. Из 5 столбиков сделайте 7. Из 5 столбиков сделайте 7. Угу. И я вас здесь вот непосредственно в уголочке встречаю. Давайте, у вас получится. Так, растет наш квадратик, да? У вас получается, я надеюсь. Ничего сложного. Угу. Итак, провязали 2 воздушные петельки. И теперь опять соединяемся с нашим первым попкорном. И опять переключаем цвет. Вы можете переключать
через 2 ряда, можете через 3 ряда, то есть на ваше усмотрение. Итак, петелька и нырнули в нашу арочку. Опять провязываем наш попкорн. Тут у вас никаких сложностей уже не возникает. Так. И смотрите, в данном ряду, да, чтобы вам уже, вы уже знаете, чтобы вам не повторяться, мы здесь, получается, сделаем из 7 наших столбиков, сделаем 9 столбиков. То есть мы опять первый и последний столбик провяжем точно так же по 2 столбика. Такие же рельефные изнаночные столбики с накидом. Договорились? То есть ничего сложного. Еще рядочек сделаем, и давайте будем заканчивать наш квадратик. Да, я вам покажу, как закончить. Вы можете данный квадратик вязать до бесконечности. Да? То есть, возможно, это у вас будет пледик, возможно, это будет у вас спинка, там, например, кардиганчика, кофточки. То есть вы можете вязать на то размер, на который вам необходимо. Угу. А можете делать небольшие квадратики, возможно, это будет пледик, да, возможно, это будет наволочка, возможно, это будет сидушка-накидушка и так далее. Давайте еще раз рядочек свяжем, а потом покажу, как будем заканчивать. Давайте. Так, девчат, ну, допустим, да, допустим, нам этого, так скажем, размерчика достаточно, да. То есть, опять же, повторюсь, вы можете вязать дальше, дальше, дальше. То есть, принцип вы уже поняли, да. То есть, 9 столбиков, 11, 13, 15, 17, 19 и так далее, далее, далее. Нет же, вы можете уже остановиться на этом. И давайте предположим, что нам уже этого достаточно. Теперь я вот уже переключилась на беленькую ниточку. Угу. Опять же, вы можете переключаться, можете не переключаться. И что мы здесь с вами, получается, делаем? Мы сейчас с вами сделаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Это получается как бы, ну, из центра нашей, получается, нашего попкорна. Дальше. 1 воздушная петля узорчика. По итогу получается 4 воздушные петельки. А теперь делаем накид и ныряем вот нашу эту арочку из 5 воздушных петелек. Провязываем столбик с накидом. Раз. Так. Потом 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И сюда же провязываем столбик с накидом 2. То есть мы сформировали угол. А теперь будем с вами идти. 1 воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Только смотрите. Сделали воздушную петлю. Дальше столбик с накидом мы делаем верхушку нашего попкорна. Есть. Воздушная петля. Следующий столбик с накидом в нашу арочку из 2 воздушных петелек. Есть. Воздушная петля. Дальше 1 столбик пропускаем, следующий за верхушку следующего столбика, столбик с накидом. Есть. Воздушная петля, опять столбик пропускаем, следующий столбик, столбик с накидом. И так далее. Воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля, опять столбик пропустили, следующий столбик с накидом. Угу. Воздушная петля в арочку из 2 воздушных петелек, вот сюда, столбик с накидом. Потом воздушная петля в саму непосредственно нашу, вот это вот наш попкорн, да, сделаем столбик с накидом. Воздушная петля в угол из 5 воздушных петелек, столбик с накидом. А здесь 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. То есть угол мы продолжаем формировать. Угу. И сюда же опять столбик с накидом. И так далее, и так далее. И опять повторяете, и точно так же проходите. И у нас получается с вами начинает формироваться вот такая вот обвязочка. Угу. Давайте пробежимся быстренько по кругу. И вот здесь непосредственно в начале ряда я вас встречаю. Давайте. Так, девчат, смотрите, провязали, получается, да, нашими вот этими маленькими окошечками, квадратиками, да. И далее вы можете уже либо присоединять квадратик к квадратику, если у вас будет, да, квадратик, либо продолжать вязание, там что-то, что это у вас будет, там полочки, спиночка, там и так далее. Либо же вы можете дополнительно, мне кажется, может быть, также будет и удобно, да. Вот сейчас соединю последний квадратик и переключусь на новый цвет, То есть последние вот эти вот 2, да, петельки вот сейчас ввели крючок в 3-ю петельку подъема и переключились на новую ниточку. Где у нас новая ниточка? И провязываем таким вот образом. Беленькую подтянули. И здесь я предлагаю провязать столбиками без накида. То есть опять же, где воздушная петелька, мы провязываем столбик 1. Где столбик, мы провязываем столбик. Где 5 воздушных петелек, давайте пройдемся по 5, либо 6 сделаем, да, чтобы у нас угол хорошо закрутился. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Потом опять наш столбик в столбик. Где 1 воздушная, там получается 1 столбик, 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 воздушная, столбик и так далее. Угу.
Просто мне кажется, так будет более законченный. По схеме, конечно, заканчиваться вот именно такими вот окошечками. Но мне кажется, будет более закончено, если мы еще раз так вот столбиками пройдемся. Давайте посмотрим, что получится. Так, девчат, смотрите, я обвязала, получается, столбиками без накида полностью весь свой периметр. Мне кажется, так будет намного симпатичнее, интереснее. Даже успела уже ниточки отрезать, уже успела попрятать. Видите, там, где мы переходили, цвет меняли, да, вот так вот аккуратненько полосочка такая. Она и незаметная, она и как бы не напрягает. Вот такой вот наш результат. Я, конечно, второй квадратик, как в предыдущих мотивчиках, не вязала, да, второй, третий и так далее. Ну, думаю, этого, в принципе, будет достаточно, да. Как соединять мотивчики, вы помните, да, я показывала в предыдущих видео, там, где ярко-ярко такой оранжевый мотивчик. Угу, посмотрите. Так, решила вам показать, достать. Помните, мы вот такой вот вязали, интересненький. И я показывала здесь, как можно соединить мотивчики. Угу. Все аналогично, все то же самое. Будет интересно, будет прикольно, будет забавно. Итак, давайте все-таки посчитаем, сколько у нас рядочков в итоге получилось. Раз, два, три. Будем по этим смотреть, по нашим попкорнам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Обвязочка маленькая, 8. Угу. Если это же плотность вязания, этот же крючок, да, это же пряжа, то сколько будет квадратик? Ну, вот смотрите, 16 сантиметров, да, еще плюс обвязочка там пару миллиметриков. То есть, предположительно, вы можете уже рассчитать, какое изделие вы хотите. Если это будет детский пледик, если это будет взрослый пледик, да. То есть, если вы оставите точно такое же количество попкорнов, то есть такой у вас будет квадратик. Напоминаю, вы можете сделать квадратик меньше, можете сделать квадратик больше. Договорились? Как всегда, жду ваши комментарии. Обязательно напишите, куда можно использовать данный узорчик. Все ли понятно, все ли доступно. И нажимайте лайк. Так, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. И на колокольчик. Так, вы узнаете, когда на канале появится новое видео. Девчата, не забывайте делиться со своими подружками, своими друзьями. Под видео есть стрелочка. Поделиться. Нажимайте на нее. Спасибо вам заранее большое. А также спасибо вам огромное, что досмотрели видео до конца. И до новых видео. Всем пока-пока.